начать служение прямо там, где вы находитесь в данный момент. Я есмь надо. Я впервые прихожу через этого посланника. Моя задача на сегодня – дать вам представление о той роли, которую каждый из вас может сыграть в ваших жизнях. Есть в ваших умах определенные ожидания, связанные с вашим возможным служением братству. Я должна прояснить для вас этот момент. Не нужно ждать, возлюбленные, когда вы получите в свое распоряжение некие возможности, денежные средства или власть и должность. Когда вам что-то нужно для того, чтобы начать ваше служение, помимо того, что у вас уже имеется, вы действуете по подсказке вашего плотского ума. Все, что вам нужно, чтобы начать ваше служение братству, это ваше желание. И больше ничего не нужно. Вы можете начать служение прямо там, где вы находитесь в данный момент. Все, что вы делаете в данный момент, может быть направлено вами на служение братству. Посмотрите, что вы делаете. Вы находитесь дома и выполняете свои домашние обязанности. Это прекрасно. Вы уже служите братству. Как же это может быть, если вы убираете помещение или моете посуду и служите братству? О, возлюбленные, все дело в том, как вы это делаете. Любое, самое мелкое и незначительное дело, которое вы делаете в ваших жизнях, можно делать с великой любовью. И если вы делаете малые дела с большой любовью и думаете о том, как ваши близкие и домашние будут рады, когда зайдут в чистое помещение и оденут на себя белоснежные, только что постиранные вами вещи, то вы уже служите братству. В каждое дело можно внести ваше служение. И если вы выполняете работу самым тщательным образом, с любовью, то любая ваша деятельность преобразует пространство. И тогда, когда дети или муж приходят домой, усталые и обремененные суетой, в которой они пребывали в течение дня, созданная вами атмосфера любви в доме способна преобразить их сердца и восстановить гармонию в их душах. Тогда
Когда вы находитесь на работе, вам очень трудно сохранять внутренний баланс и чувство любви, потому что не все люди, с которыми вы сталкиваетесь в течение дня, гармоничны и приветливы. Чаще вы встречаете не лучшие проявления человеческого сознания. И вот тут открывается обширное поле деятельности для вас, для вашего служения. Вы должны научиться навыку гашения любого негатива с помощью любви, терпения и смирения. Вам дается столько возможностей в жизни для того, чтобы проявить ваше служение. Практически каждое дело, каждая встреча, все, что происходит с вами в течение дня, можно использовать для проявления вашего служения. Потому что только тогда, когда вы научитесь в мелочах жизни, в каждодневных делах находить точки приложения ваших лучших душевных качеств, только тогда, когда никакие внешние неурядицы не способны будут нарушить ваш внутренний покой и гармонию, только тогда откроется другая возможность для вашего служения. И вы сможете использовать уже наработанные вами качества на новом этапе служения братству, которое неотделимо от служения жизни. Как многие из вас обращаются за помощью к вознесенным владыкам с просьбой дать возможность служения, дать возможность проявить себя в служении. Возлюбленные, вы лукавите перед собой. Бог уже позаботился обо всем. У вас есть самые лучшие условия, чтобы начать ваше служение, чтобы работать над теми вашими качествами, которые мешают вам проявлять любовь и заботу к ближнему в самых тяжелых жизненных ситуациях. И до тех пор, пока вы не научитесь в жизненных мелочах находить великое служение, вы не сможете продвигаться по пути. Потому что многие из вас желают стать посланниками или руководить нашими организациями. Посмотрите, что вы действительно желаете. Вы желаете кем-то стать или что-то возглавить? Или вы действительно хотите служить? Ответ на этот вопрос направит всю вашу дальнейшую жизнь. И вы или будете до конца жизни бороться за то, чтобы занять должность, или доказывать кому-то, что вы уже имеете великие духовные достижения, или вы будете служить, не привлекая постороннего внимания
и делать дела Бога на земле во все большем и большем масштабе. Я пришла к вам сегодня для того, чтобы дать вам понимание истинного служения и ложного служения. Да, возлюбленные, как все в вашем мире имеет две стороны, так и служение имеет две разные стороны. Всегда, перед тем, как что-то начать делать, задумайтесь, что вами действительно движет. Желание, чтобы доказать что-то другим, показать ваше величие, показать, чтобы все видели ваше усердие, или вами движет любовь к ближнему, которая присуща вам и накладывает отпечаток на все, что вы делаете. Очень простые дела, выполненные бескорыстно, с большой, безусловной любовью, остаются навсегда с вами, как сокровище вашего каузального тела. Пройдет эта ваша земная жизнь, но ваше отношение к делу, к людям останется и будет сопутствовать вам в следующем воплощении. Очень не хватает в вашем мире этого качества истинного служения жизни, которое автоматически является служением братству. Потому что Великое Белое Братство ставит своей основной задачей служение человечеству Земли. Я поведала вам сегодня простые истины, и я даже уверена в том, что все это вы уже знаете, читали или слышали. Но позвольте вас спросить, что мешает вам применять это ваше знание в ваших жизнях? Между тем, что вы что-то знаете, читали или слышали, и между тем, что вы действительно применяете это знание в ваших жизнях, иногда лежит пропасть. Вам нужно больше задумываться о том, что вам мешает проявлять божественные качества в жизни. И постепенно, шаг за шагом, избавляться от всего, что вам мешает. Я не была бы вознесенной владычицей, если бы я не освоила всю эту науку, которую я вам преподаю на практике в своих воплощениях. Я прошла земную школу, и теперь я имею возможность большего служения человечеству. Не думайте, что ваше отношение к труду, людям, растениям или животным остается незамеченным, если нет свидетелей вашим благим делам или поступкам. Все сохраняется в записях Акаши. Любое ваше действие, мысль, чувство или поступок, как отрицательные, так и положительные.
Задумайтесь об этом и идите по жизни бережно, не оставляя за собой астральный и ментальный мусор. Пусть ваше продвижение по жизни будет сопровождаться только любовью и запахом роз. С любовью я есмь надо.